Сержант Майкл Моррис, 22-летний солдат армии США, перед отправкой в Афганистан обещал жене Рэйчел и их 4-летней дочери Лили, что обязательно вернется. В последний вечер перед вылетом он сидел на полу в гостиной, собирая конструктор с дочкой. Лили смеялась и строила башни выше своей головы, а он притворялся, что это военная база, которую нужно защитить. Рэйчел смотрела на них, стараясь запомнить каждое движение, каждый изгиб его улыбки, словно предчувствовала, что впереди пропасть. Когда девочка уснула, Майкл обнял жену и, глядя ей прямо в глаза, сказал: «Я вернусь быстрее, чем ты успеешь соскучиться». Эти слова она повторяла про себя каждую ночь, словно молитву. Но спустя месяц на пороге их дома появились офицеры. Их речь была отрепетированной, безжизненной. Подразделение попало в засаду, почти все погибли, тела изуродованы, идентификация невозможна. Среди числящихся погибшими сержант Майкл Моррис. Для армии это была очередная цифра в сводке. Для Рэйчел — смерть всего, что у нее было. Она похоронила пустой гроб. Лили стояла рядом, держала в руках букетик полевых ромашек и спросила: «А папа точно там?» Рэйчел сжала губы и не ответила. Годы потянулись, как мучительная пауза. Отсутствие тела стало пыткой. Вечерами она ловила себя на том, что ждет стука в дверь, звонка телефона, случайного письма. 9 лет ее жизнь была как бесконечное ожидание. Она работала официанткой в придорожном кафе, училась держать лицо перед людьми, хотя внутри пустота разъедала ее, как ржавчина металл. По утрам собирала Лили в школу, помогала с уроками, а ночью включала ноутбук и снова вбивала имя Майкла в поисковики. Иногда ей казалось, если она перестанет искать, он исчезнет окончательно. Лили росла, но каждый год на День отца рисовала его, то в форме с медалями, то в футболке на пляже. «Папа вернется», — уверенно говорила она. Рэйчел улыбалась и кивала, но внутри умирала от чувства вины, что кормит дочь надеждой, в которую сама почти не верила. И однажды, ночью, когда сон не приходил, Рэйчел листала Инстаграм. Случайный профиль молодой женщины из Денвера, снимки сына, закаты, чашки кофе, и вдруг фото, которое ударило ее как пуля. На экране был он. Постаревший, с легкой сединой, но с той самой улыбкой, которую она знала до каждой морщинки. Он держал мальчика на руках. Подпись: «Идеальный выходной с моим мужем, Джоном и нашим сыном». Телефон выскользнул из ее рук. Мир закружился, сердце рвалось между счастьем и ужасом. Муж, которого она оплакивала почти 10 лет, был жив. Но теперь он называл себя Джоном Миллером, и у него была новая семья. Наутро Рэйчел позвонила в военную администрацию. Там ответили холодно: «Совпадение. Дело закрыто. Вам нужно двигаться дальше». Эти слова прозвучали как плевок. Она продала старое кольцо Майкла, чтобы купить билет, и отправилась в Денвер. Там она нашла его дом. Уютный двухэтажный особняк в тихом районе. Она сидела в машине напротив и смотрела, как Джон играет с сыном в саду. Его жена Кейт приносила лимонад. Все выглядело так, будто ее жизнь вырезали ножом и заменили чужой. Когда он вышел за мячом, его взгляд случайно зацепил ее машину. Он задержался на долю секунды. В глазах мелькнуло смутное узнавание. Но голос Кейт вернул его обратно. На следующий день Рэйчел нашла его компанию. Он руководил логистическим бизнесом. Под видом партнерши она записалась на встречу. Когда он вошел в кабинет, уверенный, в дорогом костюме, с папкой в руках, сердце Рэйчел едва выдержало. «Как вас зовут?» — спросила она дрожащим голосом. «Джон Миллер», — ответил он, слегка нахмурившись.
Она почувствовала, как у нее пересохло в горле, но сказала то, что держала в себе 9 лет. «Ты — Майкл Моррис». Он замер. Имя будто ударило его изнутри, но вместо воспоминаний — только смятение, амнезия. Он не бросил ее, он потерял себя. После этого она убежала, вытирая слезы. В гостинице Рэйчел собрала коробку. Свадебные фото, письма, рисунки Лили, его старый жетон. Написала письмо: «Я не хочу вернуть тебя. Я хочу вернуть тебя тебе самому. У тебя есть семья здесь и есть семья там. Ты свободен. Решай сам, что делать с этой правдой». Она отправила коробку в его офис и уехала. Когда Майкл открыл посылку, его мир треснул. Фотографии. Он в форме, он с Лили на руках, он целует Рэйчел подарка из цветов. Пожелтевшие письма, детские рисунки, его жетон — все говорило о жизни, которую он когда-то вел. Читая каждую строчку, он ощущал, будто кто-то медленно снимает с него слой за слоем чужую кожу, открывая правду, которая всегда жила где-то глубоко. И вдруг внутри что-то зашевелилось. Смех ребенка, запах жасмина во дворе их первого дома, жаркое солнце Афганистана. Вечером Кейт решилась. Она рассказала правду. Встретила его в полевом госпитале, когда он был безымянным, потерянным, словно пустая оболочка. Она солгала. Сказала, что у него нет семьи, что он доброволец, который решил все оставить позади. Позже, уже в Америке, она наткнулась на одно из сообщений Рэйчел в интернете, но страх потерять его оказался сильнее честности. «Я боялась, что ты уйдешь», — прошептала она. Майкл впервые решился позвонить Лили. Трубка дрожала в руках. «Папа?» Ее голос звенел, как хрупкое стекло. Он закрыл глаза. Это слово пронзило его сердце так, что дыхание перехватило. Он разговаривал с ней часами, слушал истории о школе, о друзьях, о том, как она всегда знала, что папа жив. И чем дольше он слушал, тем яснее понимал. Два мира, в которых он жил, никогда не соединятся. Он продал бизнес, обеспечил Кейт и их сына. Перевел деньги Рэйчел и Лили. Создал фонды для обоих детей, чтобы у них всегда было будущее, а сам исчез. Уехал, не сказав, куда. Его письма обеим женщинам были последними следами. «Я не могу вернуться, но и не могу забыть. Благодарю вас за любовь. Все, что у меня осталось — быть отцом, пусть и на расстоянии». Это не история счастливого воссоединения. Это история мужчины, которого война лишила памяти и семьи, женщины, которые любили его по-разному, но обе пожертвовали собой ради него. Любовь может треснуть, но связь отца и детей — это единственное, что выстояло, даже тогда, когда все остальное рассыпалось. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.